настолько с ним отождествилась, что называла его своим именем. Then there is the next quote. И вот эта цитата, где Кришна, но где же Радха? Ее сознание было слито в такой степени сознанием Кришны, что посреди этого смятения она утеряла свое чувство самоотождествления, слив свое сознание сознанием Кришны. Yes. Then we go to the next one, the 35. И следующий афоризм, первое средство достижения состояния бхакти, преданности Богу, это отречение от объектов чувств или, по меньшей мере, избавление от мирских привязанностей. Последнее имеет ключевое значение и поистине более важно. And this thing gets us to a very important point that is dealt very much in Buddhism. И это приводит нас к очень важной теме, о которой много говорится в буддизме. And that is the nature of tanha, desire. А это природа танха, или желания. And this can be very much complicated or can be very simple. И это может быть очень сложным, а может быть очень простым. And my way of looking at this is that when we are, and I have already told you a lot of times, I will repeat again, my way of looking at it is that when you were looking for happiness outside, then desire is a problem. И я уже много раз об этом говорила, но я еще раз повторю, что когда мы ищем наше счастье вовне, то желание становится проблемой. Because you project your happiness in things that are outside yourself. Потому что мы как бы проецируем наше счастье на те объекты, которые находятся вовне нас. The day I am graduated from the university, I will be happy. Например, мы думаем, когда я выпущусь из университета, вот в этот день я буду счастлив. The day I have a son, I will be happy. Когда у меня родится сын, тогда я буду счастлив. The day I have a new car, I will be happy. В тот день, когда я куплю новую машину, я буду счастлив. And this gives you a transitory satisfaction. Но это дает нам только приходящее удовлетворение. But the next day, you have to deal with situations. It will not be bliss. Но на следующий день что-то начинает происходить другое, и никакого блаженства с нами не случается. But when you look for happiness inside yourself, Но когда мы ищем наше счастье внутри, then desire becomes less and less. тогда наше желание уменьшается все больше. Then you live things of life more naturally. You live from exist. No. Yeah. Тогда мы как бы проживаем наши отношения с внешними вещами более естественным образом. Like I said yesterday, it's better to have friends than not have them. Of course, it's better to have money in the bank. Of course. Например, как я вчера уже говорил, лучше, когда у нас есть друг, чем когда его нет. Лучше, когда есть деньги на счете в банке, чем когда их нет. It's better to have a house for you to go to sleep when you are sleeping. Лучше, когда у нас есть дом, где мы можем лечь спать, когда нам хочется поспать. Of course. But they will not give you the eternal bliss. Конечно, но они не принесут нам вечного блаженства. So don't project your happiness, your expectations in external things. Поэтому не следует проецировать наши ожидания на внешние объекты. Know that this happiness is Buddha nature. It's already inside you. Но надо знать, что это счастье, это наша природа Будхи, и она уже внутри нас. Look inside and desires will not become a problem. Нужно обратить наш взгляд вовнутрь, и тогда желания перестанут быть проблемой. I want to drink something. I do. Вот я хочу, например, попить, и я пью. No conflict. Никакого конфликта в этом нет. But because I cannot.
oh God, I want, but I cannot. Then there's a problem. Но если я буду себе запрещать, вот мне хочется, но нельзя, тогда возникает проблема. Yeah. But if I drink something, it will give me eternal bliss? No. Но если я что-нибудь попью, это принесет мне вечное блаженство? Нет, конечно. Maybe it softens my throat so that I keep talking to you. Может быть, моему горлу станет легче, чтобы я могла продолжать общаться. So desire to drink tea is no problem. Так что желание попить чай – это не проблема. So that's maybe it's a simplified way of looking. That's more or less how I deal with this problem. Может быть, это упрощенный взгляд, но вот так я смотрю на эту проблему. Oh, now we go to 36. Теперь мы переходим к афоризму 36. Преданность наиболее эффективно культивируется благодаря постоянному и непрерывному восхищенному созерцанию Бога и памятованию о Нем. And this remembrance of God. И вот это памятование Бога. It's also clear that there is no such a person called God there in the clouds, right? Нам совершенно понятно, что нет какого-то человека или какой-то личной сущности на облаке, которая называется Богом. We use the word God to refer to this divine nature that is everywhere, the unity of life. Мы используем слово Бог, чтобы обозначить эту божественную сущность и божественную природу, которая пребывает во всем, которая есть единство всей жизни. So we in this way we have to be constantly remembering that there is this divine nature that is the source of everything. В этом смысле нам постоянно необходимо помнить о том, что существует эта божественная природа, которая является сутью всего. And the explanation is that the mind cannot be in a vacuum, empty. И объяснение этого очень важный момент в том, что ум не может пребывать в вакууме. Oh, maybe it can. But that is Olympic Games. That is very advanced stage of self-control. Может быть, и можно сделать так, что наш ум будет находиться в состоянии пустоты, но это как Олимпийские игры, это очень высокий уровень развития, удаленный от нас. So, we also have a saying that empty mind is the factory zaboda of the devil. У нас тоже есть такая пословица, мы говорим, что пустой ум – это фабрика дьявола. Yes, because not empty mind in the sense of higher realization, but just a lot of thoughts can come, and if you keep your mind always remembering this divine source, you get the mind busy with this. With divine source. Yes. Конечно, в этом смысле мы не говорим о пустоте как о очень духовном, очень высоком уровне. Но если мы постоянно держим наш ум сосредоточенным на божественности, то никакие внешние мысли, которые приходят к нам, не могут нас отвлечь. But that doesn't mean that we do nothing and just adore our divine nature and cross our arms and do nothing. Но это в то же время не означает, что мы только занимаемся созерцанием и восхищением в отношении нашей божественной природы и, сложив руки, сидим, ничего не делаем. There are several levels of ourselves that are working together at the same time. Есть несколько разных уровней нашей природы, которые одновременно действуют.
we hardly know that we are breathing, but the breathing process goes on. Например, едва ли мы осознаем обычно, что мы дышим, однако дыхание продолжается. As well as the heart keeps on beating and we are doing other things. Так же, как наше сердце продолжает биться, в то время как мы занимаемся другими вещами. Also, we can perform our activities in a state where we are conscious all the time of this divine nature. И подобно этому можно сказать, что мы можем продолжать наши земные занятия, в то же время оставаясь сознательными и постоянно сосредоточенными на нашей божественной природе. And of course, if it is just a theoretical acceptance, it will not happen. И, конечно, если мы просто на теоретическом уровне признаем наличие некой божественной природы, то этого не произойдет. And because nothing of real value can come through without some effort. Потому что ничто, что имеет истинную ценность, не приходит без настоящего усилия. We must pay its price. Мы должны заплатить необходимую цену. And then we go to the next aphorism. И вот мы 43. переходим к следующему афоризму, 43. И все усилия должны прилагаться к тому, чтобы всегда избегать общества порочных людей. And this is something that we should look carefully. Avoiding bad company. И вот с этим мы действительно должны быть осторожны, то есть надо избегать плохой компании, плохого общества. We also have a saying that says like that, tell me with whom you walk, I tell you who you are. Также у нас есть пословица, мы говорим, скажи мне, с кем ты гуляешь или идешь, и я скажу, кто ты. And I think we have to look carefully at these things. И поэтому, мне кажется, мы должны быть осторожны с этим. Of course, if your friends only talk about football, you enjoy yourself with football, you go to football matches, you will be what you're surrounded with. Конечно, если все ваши друзья только и говорят о футболе, и вы все время ходите на футбольные матчи и так далее, то это станет частью вас самих. And there is also another aspect. There is compassion. And compassion is more important than you not get dirt. Но здесь есть и другой аспект. Сострадание. Сострадание важнее, чем стремление сохранить себя в чистоте. But also that demands discernment. You have to find out how much you can really help the situation, or you are just getting involved with things that are not for you anymore. Но здесь нам тоже необходимо уметь различать, и мы должны видеть, насколько мы можем помочь, и насколько наше участие необходимо, или когда нам уже надо отходить в сторону. And there is another level of this evil association that is related to our own tendencies. А есть еще иная сторона этих порочных связей, которые связаны с нашими собственными склонностями. If we allow ourselves to be accompanied by our tendencies all the time and we don't try to get through, we are
in evil company that may keep us far from this process of self-realization. Если мы постоянно наследуем своим отрицательным склонностям, то мы как бы оказываемся сами для себя этой отрицательной компанией и не можем никак приблизиться к нашей божественной природе. So we have to see several aspects of this 43 saying evil company, and there is a quote from the Yoga Sutras that talk about the same. Поэтому мы должны видеть с нескольких сторон афоризм номер 43. Есть цитаты из Йога Сутр, которые тоже говорят об этом. Сатсанга – это общение с сатом, или занятие ума вопросами, касающимися единой реальности, которая является окончательной целью поисков всех искренних стремящихся. Духсана означает противоположность сатсангу, ассоциации со злыми склонностями, чертами человеческой природы, теми, которые замедляют нашу духовную эволюцию и, когда они более серьезные и глубоки, временно блокируют наш прогресс. Well, already said everything I have to say about that, but the next one, the 45, will point out that this sometimes we don't visualize the danger, and we must be aware of it. Об этом я уже все сказала, что хотела, но вот в следующем афоризме говорится о том, что мы не всегда представляем себе все опасности, о которых нам необходимо знать. Хотя в начале проявления этих пороков можно сравнить с легкой зыбью на поверхности воды, затем, вследствие влияния плохой компании или дурных мыслей и дел, они становятся похожими на бушующее море. And this always reminds me the question. Well, I found out another day that is an aphorism of the Dhammapada. I always knew it as the synthesis of the Buddha, of his teachings. That stop doing bad, learn how to do good and purify the mind. И это приводит нас к одному высказыванию. Я знаю, что это некий синтез, который Будда сделал из своего учения, а также это афоризм из Дхаммапады. Избегание зла, совершение добра и очищение своего ума – это и есть учение всех Будд. Yes, and this will take us to several stages of dealing with our own bad companies, our own tendencies that keep us out of the way. И вот таким образом мы подходим к тому, как нам справляться с нашими отрицательными склонностями, с нашей собственной дурной компанией и как их устранить. Then there are some aphorisms of the Yoga Sutra that are mentioned related to that. И вот есть несколько афоризмов из Йога-сутры, которые к этому относятся. Эти тонкие могут быть уменьшены путем противодействия им, их возвращению к источнику и растворению в нем. Их активные проявления должны быть подавлены медитацией. Когда ум обеспокоен неправильными мыслями, постоянное размышление над их противоположностями есть лекарство. Related to that, I like very much the formula presented in alchemy. И вот в связи с этим мне очень нравится форма, которая дает алхимию. And that is the 3 stages: Nigredo, Albedo, and Rubedo. Это 3 этапа: Нигредо, Альбедо и Рубедо. So these 3 stages
are mentioning elsewhere too. The voice of the silence talks very much about them. И об этих трех этапах сказано и в других местах, в частности в голосе безмолвия об этом тоже говорится. Masonry also talks about that. И также об этом сказано в масонском направлении. Like different stages with different needs. Как бы три разных этапа, и на каждом этапе свои особые потребности. So when we have to stop doing bad things, we are in the nigredo. Когда нам необходимо перестать совершать некие отрицательные поступки, мы находимся на первом этапе. And nigredo means black, you don't see properly. Нигреда означает черный, то есть мы не видим, что происходит. And the voice of the silence makes very clear that this nigredo, that is, they're called the hall of suffering. И в голосе безмолвия очень ясно сказано, что вот этот первый этап, который там назван чертогом страдания, It is linked to our being prisoners of the senses. Он связан с тем, что мы как бы узники наших чувств. But the next stage, when we get some control of the senses and we can see some light, it's not everything black again. Но на втором этапе, когда мы уже достигли некого контроля над нашими чувствами, мы уже начинаем видеть некий свет, мы уже не так слепы. And that is called albedo. И это называется албедо. Albo means white. А алба означает белый. Like there is in the black hall, in the black room, there is one ray of light. Как будто в темной комнате есть некий единый луч света. And the voice of the silence called the hall of learning. И в голосе безмолвия это называется чертогом познания. And in this hall of learning, there is a lot of distortion. А в этом чертоге происходит много искажений. You may, Blavatsky says, don't look for your guru in these Mayavic regions. И Блаватский говорит, не ищи своего гуру в этих иллюзорных областях. Because you may get confused. Потому что вы можете запутаться. And also she explains that it is not anymore related to prison to our senses. И она объясняет, что это более не так уже связано с порабощением нашими чувствами. But it's linked to our ideas. Но это уже более связано с нашими идеями и представлениями. Our projections. И с тем, что мы проецируем. And so when we are in our mind, because one is linked to emotions, definitely. The nigredo is linked to emotions, and the senses are linked to emotions. Мы находимся на уровне ума, потому что первый этап связан больше с нашими эмоциями, которые в свою очередь связаны с чувствами. But when there is a ray of light, then you are not controlling completely your senses, but your focus is the mind. Потому что когда возникает уже этот луч света, мы, хотя еще не вполне контролируем наши чувства, но наш фокус перемещается на уровень ума. And that's the moment where you learn to do good. Это тот этап, на котором мы научаемся делать некое добро. But then the final goal is that you become a server of humanity. Но конечная цель в том, чтобы стать служителем человечества. There is a quote from the Mahatma letters.
it says like that, until the Master chooses you, be with humanity. Есть такая интересная цитата в письмах Махатмы, где сказано: до тех пор, пока великий учитель не изберет вас, оставайтесь с человечеством. And that is the path of learning to do good. И вот этот путь, на котором мы учимся делать добро. But this it's like a soup that has too many ingredients inside. Это похоже на суп, в котором очень много, слишком много ингредиентов. There is a moment where you will burn the seeds that create illusions. Наступает некий момент, когда мы обжигаем те семена, из которых вырастают иллюзии. And this moment is somehow like a vaccination. И этот момент похож в некотором смысле на вакцину. You get the virus. И у нас есть вирус. Oh, in this time of coronavirus, the virus is not a very good word, but anyway. В наше время коронавирус, вирус это не очень хорошее слово, но тем не менее. Yes, but vaccination is like that. They put a virus in you that is not so good, so that you develop the force, the strength to, when the good virus comes, you are not, you have ways of not being ill, not get the disease. Но тем не менее мы знаем, как работает вакцина, то есть мы получаем некоторое количество вируса и вырабатываем антитела, иммунитет, и когда приходит уже серьезный вирус, то мы уже не болеем. And this will make you go further, and that etap of your life is over. Но благодаря этому мы можем перейти на новый этап нашей жизни и завершить наш предыдущий этап. And in the voice of the silence, this rubedo stage is especially referred as the paramitas of perfection in the 3rd chapter. И в голосе безмолвия особенно описывается этот 3-й этап рубедо в 3-й части, где рассказывается о парамитах. So, depending on exactly is your moment, you will have different. If you are in Nigredo, you must act in one way. If you are in Albedo, you act another way. If you are in Rubedo, you act another way. But until you get really these seeds burn, you are not free from them. Находясь на каждом из этапов, мы должны действовать определенным образом, который соответствует этому этапу. Но пока мы не сожжем те семена, которые порождают иллюзии, мы окончательно от них не освободимся. And talking about of the voice of the silence, I want to show you the first 4 aphorisms of the voice of the silence. И говоря о голосе безмолвия, я хочу показать вам первые 4 афоризма. Эти наставления предназначены для тех, кому неведомы опасности низших итхи. Кто захочет услыхать голос нады, беззвучный звук, и понять его, тот должен постичь сущность дхараны. Достигнув равнодушия к объектам восприятия, ученик должен найти царя чувств, творца мыслей, того, который зарождает иллюзии. Ум есть великий убийца реального. There are several things here to be thought about. Здесь нужно подумать о нескольких вещах. First,
that when we are in